Почему тема путешествий во времени в последнее время стала весьма популярной? Наверное, толчком к тому послужили недавние открытия ученых, которые все чаще приходят к выводу, что время совсем не такое, как мы его себе представляем. А прошлое и будущее вполне возможно существуют одновременно, как любое измерение действительности, например, пространство. А раз так, то перемещаться туда-сюда во времени вполне возможно. Нас, конечно, всегда останавливает логика. Вспомните, например, рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром». Есть одноименный фантастический фильм, в котором автор показал, к чему может привести любое, даже малейшее изменение в прошлом, если мы туда, конечно, попадем когда-нибудь. Отсюда и рождается наше представление о том, что прошлое нельзя изменить, а значит и попасть туда. Уже одно такое попадание – это непременно изменение, которое изменит и будущее, то есть настоящее, как это и показано в рассказе американского фантаста. Однако ученые, работающие со временем и его законами, все больше убеждаются в том, что человеческая логика в этом случае ошибочна. Она даже не может допустить бесконечность пространства, не то что какие-то фокусы времени-пространства. Не случайно в мире накоплен уже довольно богатый материал о случаях перемещения людей во времени, а человек никак не может в это поверить. Кстати, на нашем канале был ролик про машину времени, которую создал советский ученый Козырев, и даже проводил эксперименты. Однако они были резко свернуты и засекречены во времена Советского Союза. Ссылочка будет наверху. Расскажу вам одну из таких удивительных историй о перемещении человека во времени. В 1994 году о ней рассказало польское издание «Скандалы». В нем была опубликована заметка журналиста Бирча о странном и загадочном улове датских моряков. Судно с рыболовами находилось в Северном море. Моряки занимались своим обычным делом – промыслом рыбы. Погода была отличная. Чистое небо, полный штиль, хорошая видимость. И тут кто-то из рыбаков заметил, что невдалеке от борта странно бурлит вода, словно кипит. Командир корабля решил исследовать непонятное явление и отправил в это место шлюпку. Каково же было изумление моряков, когда из воды появился человек в устаревшем скафандре 20-х годов. Они предположили, что где-то рядом снимается старый фильм, но ничего подобного не обнаружили. Пловца доставили на корабль, где он снял свой необычный головной убор и начал взволнованно бормотать что-то по-английски, явно пытаясь рассказать о чем-то морякам. После возвращения на материк незнакомца допросили. Он сообщил, что является одним из спасателей команды британских ВМС и принимает участие в поднятии затонувшего судна «Финдхорн». Он представился как Эшли Рэбнервилл и утверждал, что опустился на дно 5 сентября 1929 года. Эшли с огромным удивлением рассматривал все вокруг и не понимал, что происходит и где он находится. Не найдя объяснения странному событию, все приняли мужчину за сумасшедшего. Но дело в том, что в августе 1929 года в этом районе действительно затонул Финдхорн. И все подробности, которые привел в своем рассказе этот человек, совпадали с фактами, сохранившимися в документах. Он назвал имена спасателей, а также содержимое трюмов крейсера. Не знал он лишь о том, что после того, как спасатели вернулись на борт, после неудачной попытки поднять судно, один человек пропал без вести. Не вернулся с погружения человек по имени Эшли Рэбнервилл. Конечно, человечеству сложно в это поверить, но в подтверждение этой теории известно много историй, повествующих о том, как люди из одного времени внезапно оказывались в другом.
Причем многие из этих историй подтверждаются свидетелями и официально задокументированы.